Приветствую вас на канале Wow Nails Design. Прошу прощения, но в предновогоднем пилеве катастрофически нет времени на долгие видео-мастер-классы. Но идей много, и обидно будет ими не поделиться. И это небольшое видео с идеей нежного новогоднего дизайна в ванильно-голубых тонах, выполнимого за 5-7 минут быстро, просто и эффектно. Четко, информативно. Приступим. И первый вариант. В качестве подложки градиент по 1/3 наношу песочно-ванильный, серо-бежевый с крошкой, припыленно-голубой с крошкой. Кистью гребешок для градиента разметающими движениями из стороны в стороны перемешиваю цвета между собой. Обожаю эти гель-лаки, они отлично перемешиваются, и уже даже разметающими движениями получается вполне достойный градиент. Чтобы довести градиент до идеала, прохожусь стягивающими движениями штрихообразными сверху вниз. На ручках клиентки не забываю боковых валиков доперемешать, докрасить, и прохожусь тонкой кистью у кутикулы. Просушиваю градиент 60 секунд и перекрываю топом матовым с добавлением золотого глиттера. Очередная моя бомбическая находка и кайфик. Очень концентрированные насыщенные блестки. Такое нежное светлое золото цвета шампанского с легким медным оттенком. Нисколечки не белесит, как на темных, так и на светлых оттенках. Безумно красиво смотрится. Просушила топ 1 минуту, и вот такое вот замшевое залипалово с разноразмерными мерцающими блестками у меня получилось. Еще один вариант, также с этим градиентом, но поиграюсь с топами. Возьму другой топ, также с золотом, это будут золотые хлопья, но топ будет глянцевый. Перекрыла им просушенный градиент, просушила 60 секунд, и ноготок готов. Данный топ у меня уже участвовал в осенних дизайнах. Как вам сочетание ванильного, голубого, вот этих песчинок и золотых хлопьев? Второй вариант градиента, все те же цвета, но в обратном порядке. Припыленно-голубой с крошкой, серо-бежевый с крошкой и песочно-ванильный. Нанесла все по 1/3, кистью для градиента, разметающими движениями из стороны в сторону перемешала цвета между собой. Чтобы довести градиент до идеала, прохожусь стягивающими движениями. И не забывая доработать, докрасить у боковых валиков и тонкой кистью пройтись у кутикулы. Вот такой вот залипательный, ровный, идеальный градиент в один слой на молочной подложке у меня получился. Просушила его 60 секунд. Далее прокрашиваю под слайдер базой для гель-лака тонким слоем. Базу сушу только 5 секунд. И буду использовать вот такие вот красивучие стильные слайдеры. Гляньте здесь, сколько красивых тигров и надписей. По 1-2 ноготка хватит клиенток на 10 точно. И для начала я выбрала надпись, положила ее на салфетку, смоченной водой, чтобы она размокала. Пока прокрашивала базой, она размокла. Штампом для стемпинга переношу ее на ноготок, на недосушенную базу. Силиконовой кистью обязательно разглаживаю складочки, чтобы нигде не осталось ни складочек, ни воздуха. Просушиваю 10 секунд в лампе и затем перекрываю топом. Либо глянцевым, либо матовым, как я это сделала, с мелкими золотыми блестками. Топ просушиваю 60 секунд, и замшевое залипалово с красивой надписью готово. Не переживайте, у кого совсем не получаются достойные градиенты, в следующем своем видео покажу еще проще вариант. Фоточку следующей подборки дам подглядеть в конце видео. А тем временем я повторила первый вариант градиента. По 1/3 ванильно-песочный, серо-бежевый и припыленно-голубой. Градиент просушила 1 минуту. Прокрасила базой для гель-лака тонким слоем, просушила ее только 5 секунд, и по тональности мне отлично подойдет тигр в цветах. Вырезала фрагмент, размочила его, штампом для стемпинга перенесла на недосушенную базу на ноготок. Силиконовой кистью аккуратно пригладила и разровняла складки. Просушила, зафиксировала 10 секунд в лампе и перекрываю ноготок матовым топом с мелкими золотистыми блестками. Для совсем зверской носки перед топом могу промазать еще также базой для гель-лака и просушить. В глянцевом исполнении, кстати, этот вариант тоже очень красивый. Топ просушила 60 секунд. И вот такое замшевое залипалово с тигром в цветах у меня получилось. И еще один очень эффектный вариант. Градиент делаю в обратном порядке. Припыленно-голубой, серо-бежевый и песочно-ванильный. Перемешала цвета между собой, довела градиент до идеала.
Просушила 60 секунд и перекрыла матовым топом с мелкими золотыми блестками. Пока не просох матовый топ, покажу, как это выглядит в глянце. По желанию можно перекрыть и глянцевым топом. Матовый топ просушиваю половину времени. Вот такое замшевое залипало у меня получается уже. Далее на палитру наставляю те же цвета, которыми выполняла градиент. Чтобы мне получить промежуточные цвета, перемешаю каждые два соседних цвета между собой. Так у меня получится еще плюс два дополнительных промежуточных цвета. Тонкой кистью страйпер прорисовываю что-то вроде тигриного орнамента или похожее на царапины. Начиная с центра, набираю серо-голубой и по мере добавляю либо песочный бежевый, либо больше голубого. Прорисовываю этот орнамент. И на непросушенный гель-лак посыпаю самую обычную, простую, прозрачную акриловую пудру. Делаю я это типсой, пересыпаю несколько раз. Жду несколько секунд, чтобы пудра хорошо утонула в гель-лаке. После этого стучу по пальчику клиентки и отправляю в лампу. Просушиваю минимум 1 минуту. После того, как ноготок просох, жесткой щеточкой обязательно счищаю хорошенько остатки акриловой пудры. И эффектный замшевый ноготок готов. И нежный вариант новогоднего маникюра готов. Как всегда, нестандартная идея и сочетание цветов. Не сплагиачное у кого-то, а придуманное из головы. Надеюсь, это видео вам понравилось или было полезным. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. А также подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И как и обещала, фотография подборчики дизайна из следующего видео. Градиент для безруких с базами и опять эти же слайдеры. Выполнение еще проще, а вариант еще эффектнее. На этом у меня все. Жду обратной связи. Всегда рада. К сожалению, извиняюсь, не успеваю уже отвечать на все комментарии, но читаю практически все и реагирую на ваши пожелания, мнения и советы. До новых видео!